Всем привет и добро пожаловать! Я Ира. А я Наташа, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Итак, Ира, вопрос сегодня. Как ты относишься к шуму? Шум, могу сказать, ассоциируется часто с чем-то негативным, поэтому для меня, для человека, который любит тишину и даже очень редко слушает музыку, я отношусь к шуму очень негативно. А ты? Я думала, что я отношусь к шуму негативно, потому что, ты знаешь, я жила в Турции, и это очень громкая Все мы страна. помним. Все мы помним твои травматизмы с Турции. Да, и я думала, что я отношусь очень плохо к шуму, пока на новогодних каникулах, на рождественских каникулах я не могла уснуть в тотальной тишине в Германии. И там я поняла, что, может быть, когда очень шумно, это плохо, но когда очень тихо, это тоже плохо лично для меня. И ты можешь уснуть, когда очень громко или когда очень тихо? Уснуть, когда очень громко, наверное, все зависит от моей степени усталости. Если ты прошел 20 километров в горах с подъемом в 1000 метров, я думаю, что можно уснуть везде, при любой позе, при любых обстоятельствах. Да, а в обычном состоянии, конечно, уснуть, когда шумно, когда кто-то шумит, например, соседи, но это практически невозможно. Поэтому очень часто я вставляю беруши. Какое вообще отношение к шуму во Франции? Шуметь как-то запрещено или это просто не в менталитете французов? Что ты заметила? Да, вообще французы на публике довольно вежливые. То есть, когда они шумят, в том числе, они, конечно, извиняются или стараются просто не шуметь. Это касается тоже соседей, которые не могут шуметь в будние дни и в выходные тоже после 10:30, если я не ошибаюсь. То есть все-таки есть какой-то закон, который Да. ограничивает. Да, но я, кстати, не знаю, есть ли такой закон в Испании, потому что, это такой стереотип, что испанцы очень громкие, и здесь всегда громко. Да. Например, праздники у них громкие. Да, и люди говорят громко и экспрессивно, но я бы не сказала, что это очень шумная страна. И я думаю, в принципе, если я буду шуметь вечером или ночью, наверное, соседи или постучатся ко мне, или пойдут в полицию сразу. Хорошо. Да. Так. Во Франции примерно такая же история. А какая в России? Как в России относятся к шуму? В России, кстати, тоже есть законы, которые ограничивают нас в шумности, в шуме. И я очень рада, что такие законы существуют, но мне кажется, мы более часто нарушаем эти законы. Чем французы? Да. Интересно, потому что, мне кажется, мы чаще жалуемся на соседей, например, когда... Думаю, что везде жалуются на соседей, в том числе во Франции. Вообще жаловаться на что-то, на что угодно, это вообще национальный спорт. Да, я знаю, что сейчас новые квартиры, которые строят в России, в этих высоких домах, там очень тонкие стены, и соседи всегда слышат друг друга, и поэтому это сложно жить рядом с другими людьми, но нужно учиться, и, наверное, нужно действительно уважать друг друга, да, и кто-то, может быть, хочет отдохнуть после работы, но, с другой стороны, кто-то хочет устроить вечеринку 1 раз в год, может быть, тоже это не так страшно на самом деле.
В общем, нужно находить компромисс. Хорошо, но я Да. сразу хочу сказать, что я там это не какой-то хейт в сторону Турции, просто там были звуки природы, точнее звуки животных. Это курицы, петухи и так далее. Поэтому, если ты можешь закрыть глаза там на машину Мгм. проезжающую один раз за ночь, да. Но на куриц и петухов, которые кричат всю ночь, нет, мне было очень сложно. И самое сложное, наверное, даже договориться с этими животными невозможно. Поэтому Невозможно. приходится либо терпеть, либо терпеть. Да, к соседу ты можешь пойти, не знаю, с тортиком, с шоколадкой, и ты Мгм. можешь сказать: извините, не могли бы вы там вот в это время не шуметь. Ну, мы не знаем, чем закончится эта история, да, но к петуху нет, ты не пойдешь с тортиком. Это точно. Хорошо. Итак, мы выяснили, что у нас обычно слово шум ассоциируется с чем-то плохим, с чем-то негативным. Негативно. И знаешь ли ты, что в природе, точнее, задумывалась ли ты когда-нибудь, что в природе не существует абсолютной тишины? Я никогда об этом не задумывалась, но, в принципе, мысль вполне логичная. Да, потому что у нас в природе всегда там ветер, вода, Мгм. какие-то животные, и поэтому какой-то громкий шум, резкий звук для человека — это плохо, это сигнал опасности, Мгм. но также тотальная тишина для человека тоже может быть чем-то некомфортным. И Мгм. оказалось, таких людей очень много. И такие люди очень часто во время работы или прогулки используют шум ну, как музыку. Да. И существуют разные цвета шума. Мгм. Какие цвета шума ты знаешь? Ну, вообще, в первый раз слышу эту идею о том, что у шума может быть цвет. Да, поэтому я подготовила нам на анализ вот Мгм. эту статью, потому что я знала только о белом шуме, потому что Мгм. я видела подборки в Spotify. Белый шум для работы, для учебы и Интересно. так далее. И что Но же входит в этот белый шум? Какие звуки? в белый шум входит шум стадиона, да, и Интересно. часто. Никогда бы не подумала, что шум стадиона может успокаивать. Да, это вот этот вот гул, то есть когда люди Мгм. разговаривают, кто-то шумит какими-то другими объектами, да, там объявляют, Мгм. это шум стадиона. Также звук кондиционера, Мгм. это белый шум, и пылесос. Пылесос. Очень интересно. Интересно, эти шумы также расслабляют одинаково животных и людей, или это касается только Но если людей? смотреть на котов, мы видим, что у котов Мгм. звук пылесоса Я как раз об этом и подумала. не расслабляет совсем. Да. Мгм. Итак, я посмотрела, какие есть плейлисты в Spotify, например, и там вообще существует великое множество разных плейлистов с разными цветами шума. Поэтому давай коротко мы с тобой, во-первых, сами узнаем, да, Да. какой есть шум, и когда его используют, какой у него эффект, и какой звук более или менее похож на этот шум. Итак, белый шум мы поговорили, да, он расслабляет, помогает быстрее заснуть, и многие используют его Да. именно для сна. Это малая часть, которую я действительно знала. Все остальное окажется совершенно новым. Итак, следующий красивый розовый шум. Здесь можно узнать, что розовый шум улучшает длительную память, и, наверное, мы можем их отнести больше к звукам природы. Да, потому что в примерах у нас шум дождя, звук ветра, реки, волн, звук сердцебиения, да, то есть как Интересно. бьется наше сердце, и шелест растений. Если честно, мне очень нравятся такие слова, основанные на звуках, как шелест, да, как растение, Добавим звук «ш». да,
Итак, дальше у нас коричневый шум. Такой вид шума повышает концентрацию внимания. И к примерам коричневого шума мы можем отнести шум проезжающей машины и гром. Да, то есть... Ну, могу сказать, что я очень люблю гром, звук грома, и меня это успокаивает. Я могу сидеть дома, слушать звуки дождя, и мне очень нравится такая обстановка. А если ты слышишь звук грома на улице? Тоже очень хорошо. Да? Ну, хорошо. Да. Значит, тебе подходит коричневый шум. Посмотри плейлист. Может быть, действительно это будет приятным для тебя. Так, следующий у нас зеленый шум. И зеленый обычно ассоциируется у нас с природой, Да. с чем-то таким натуральным. Поэтому в примерах у нас спокойный водопад, то есть где вода падает достаточно спокойно, или морские волны, да, не океанские, а именно морские, они такие большие. Ну и эффект зеленого шума пока не изучен. Мы должны дождаться результатов каких-то исследований на этот счет. Хорошо. Ну и в этой статье немного объясняется, почему же они так называются, почему мы делим их по цветам. Да, это очень интересно, потому что, например, зеленый шум — это про спокойный водопад и морские волны. Я бы могла назвать, почему бы не синий шум. Все-таки это ассоциируется с водой. Хорошо, но там все гораздо серьезнее и не просто на ассоциациях и на интуиции, а там именно смотрят на цвет, боже мой, я боюсь соврать, как это называется, частота, то есть смотрят, как меняются вот эти звуковые волны, и они там дают какой-то цвет. То есть это не просто так, один человек сидел и подумал... Придумал ассоциацию. Да. Все совсем по-другому. Но еще хочу добавить интересный факт, что, например, на Spotify, когда я смотрела коллекцию разных цветов, разного шума, там еще был звук, как это сказать, матки. Ого, интересно. Да. Давай подробнее. Ну, на самом деле, я уже знала этот факт, что, например, дети, когда они только родились, очень маленькие детки, они не могут заснуть в абсолютной тишине, потому что, когда они находятся в маме, они слышат шумы, да, потому что у мамы там кровь, сердце, да, организм работает, и, соответственно, многим детям нравится засыпать под фен, например, или под звук поезда, ну что-то такое. И оказалось, что в Spotify есть коллекция таких звуков. Ну, наверное, это для детей. Не знаю, может быть, взрослые тоже это слушают, но я, когда включила этот плейлист, чисто из любопытства, у меня было такое чувство, что я слушаю что-то, что не для меня. Да, то есть что-то... Возможно, ты выросла из этого возраста. Немножко. На несколько десятков лет. Да, ну, в общем, если вам интересно, зайдите, посмотрите. Мне кажется, очень круто, что сейчас есть такая возможность просто взять и послушать. Даже, может быть, не для концентрации внимания, не для хорошего сна, а просто из интереса, например. Ну и если вы изучаете физику, звуковые волны и так далее, вы можете тоже оставить комментарий и рассказать немного о своей работе, о своем хобби. Будет, мне кажется, очень интересно. Очень классная тема, от которой мы, к сожалению, далеки. Да. Да. И так, ну и последнее, что нас, о чем нам говорит статья, это о том, что шум тоже может навредить, то есть не нужно говорить, что «Ой, я слушаю белый шум 20 часов в день, значит, я буду супер расслаблен». Да, все-таки важно дозированно, не очень громко и периодически снимать эти наушники. Ну что, Ира, будешь слушать сегодня какой-то шум? Нет, я все-таки предпочитаю тишину. Да, из шума, что еще у меня на фоне, это, наверное, шум проезжающей машины. И на этом все. В принципе, меня это... Не могу сказать, чтобы меня это успокаивало.
Но кроме этого у меня больше ничего нет. А дополнительный шум я включать не люблю. Да, я думаю, когда ты живешь в городе, например, у тебя достаточно и так, или особенно когда ты живешь именно в квартире, у тебя есть соседи, у тебя достаточно шума, и, например, меня не очень беспокоят машины, которые проезжают, или люди, которые проходят, но меня очень беспокоит, когда соседи сверху топают, да, то есть они идут, и слышно, как они ходят. Вот это меня просто выводит из себя. Итак, вопрос недели. Используете ли вы шум для работы или для сна? Поделитесь вашим опытом. Спасибо, что прослушали и просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока!